Сергей. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Титомир. Я являюсь разработчиком Microsoft Dynamics System, также сотрудником компании Smart Business. И тема моего сегодняшнего доклада – это практика создания новых best practice. Одну минуточку. Видно хорошо, да? Итак, best practice. Начнем с самых основ. Начала немного объясню, дальше уже по сути. Best practice. По сути, это улучшение практики написания программного кода в Microsoft Dynamics AX для стандартных приложений, так и для сертифицированных решений. Чтобы настроить функционал Best Practice, мы можем видеть Tools, Options, Best Practice и Warnings при компиляции. Сейчас это продемонстрирую. Tools, Options. Задумалась чуть-чуть. Development. Так, и мы здесь можем наблюдать компилятор, да? Ждем. Всего существует 4 левела, да, либо без проверок. Но во время компиляции автоматически идет проверка на best practices. Но для того, чтобы все функционально работало, мы в любом случае должны включить 4-й левел. Это означает, что best practices будут включены в нашу проверку. И, собственно, будет проверяться необходимое нам приложение, бизнес-аналитика, что требуется. Best practice. Так, далее мы можем видеть формочку Best Practice Parameters. Что это? Это дерево, скажем, дерево конфигурации с чекбоксом, то есть то, что мы можем выбрать для более тонкой настройки нашей проверки Best Practice. Сейчас я могу продемонстрировать, как оно выглядит в реальности. Development и Best Practice. Да. Warning Level. Здесь выбирается error либо warnings, либо только error. Либо все сразу. Заметьте, что по умолчанию все узлы при проверке Best Practice включены. То есть, начиная от General Checks, Specific Checks, Tables, то есть довольно обширное дерево с проверками, и все изначально включено в проверку. Если нам что-то либо скажем так, нет надобности в проверке, мы можем отключить, тем самым сэкономить какое-то время на производительности при проверке. Далее. Основа Best Practice, то есть общие рекомендации по руководству Best Practice, иначе называемые General Best Practice Guidance, состоят из 3 основных пунктов. Это Information, Warnings и Errors. Information, как мы видим, синеньким значком отмечено, это те ошибки Best Practice, которые нам следовало бы знать. Да? Желтый Warnings – это те ошибки, которые у нас появляются при проверке и которые следует исправить. Errors – это критические ошибки, так видно из значка, да, красного. То есть это те ошибки, которые нельзя просто оставлять, а их необходимо фиксить, так как это наивысший уровень best practice в плане, скажем, относится к опасным проверкам, скажем так, опасным ошибкам. Далее. Вызов функционала Best Practice. Основная форма Best Practice выглядит следующим образом. Допустим, запустим наш проект. Можно add in и check best practices. Мы видим errors, warnings, количество ошибок, который был проверен, данный проект тестировочный. Reset, то есть когда мы какие-либо ошибки пофиксили и заново перезапускаем, чтобы понять, они все-таки ушли, либо что-то еще осталось. Setup, здесь best practice, опять же, это наша конфигурационная форма с настройками полными, либо частично, что нам необходимо при проверке. Best practice. Сейчас. Так.
Хочу сказать следующее, что в Microsoft Dynamics AX есть возможность игнорировать проверки best practices. Они находятся в макро sysbp check ignore, что я покажу позже, но хотел бы сказать, что если мы пишем код, да, и по правилам правильного написания кода от Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics AX следовать всем правилам, то, в принципе, в идеальном случае нужно стремиться к тем, чтобы ошибки были занять значение 0, да, и хоть эта возможность и есть игнорировать некоторые ошибки, но все-таки по правилам стоит избегать такой возможности. Но скажу следующее, что когда при некоторых разработках какой-то бизнес-логики есть, например, она довольно сложная, уже реализована, и нам, чтобы исправить best practice, требуется довольно много времени, это трудозатратно и так дальше. Иногда есть смысл, все-таки, если ошибки не критичные, все-таки воспользоваться check-ignore, да, и эту ошибку заигнорить. Либо, когда мы создаем какое-то приложение, и мы осознанно идем на, скажем так, на игнорирование некоторых ошибок best practice, которые, в принципе, не повлияют на дальнейшую функциональность, на расширение, либо при дальнейшей работе, да, нашего проекта, приложения, чего-либо, то, в принципе, эту возможность можно использовать, но, опять же, лучше все-таки, наверное, ее избегать. Так. Следующее. Общая структура работы функционала best practice. Состоит она из следующих частей. Это формы, tables, macros и classes. Сейчас мы это посмотрим, как это выглядит в Axapti. Так, ну, начнем с forms. Так. Откроем новое LT. Forms. Введем sysbp. Stop. Так, вот, по формам. Есть основные формы. Это sysbp setup. Мы ее, если ее открыть, мы ее увидели. Это те же настройки с конфигурациями, да, то есть те, что нам необходимо при проверке best practice. Это первое окошко. Что нам в ней может быть интересно? Вот одно из вариантов. В методе есть build selection tree. Видно, да? Это. Если мы его откроем, мы можем здесь увидеть все элементы и узлы, которые, собственно, включены, которые мы только что видели в форме, там, где есть чекбокс, и выбираем все необходимые узлы, которые нужно будет включить в проверку best practice. Они здесь реализованы. Также на нашем примере по созданию нового best practice, также мы этот узел включили сюда. Вот если мы посмотрим, есть, например, как подразделы table relations, table collection, дальше data types и так дальше. То есть они по подразделам разделены, что, в принципе, удобно. Основная форма, с которой запускалась наш best practice форма, это, собственно, вот syscompile output. Это та основная форма, с которой, в принципе, мы в основном работаем и диагностируем наши ошибки. Следующая часть функционала best practice это tables. Основная табличка sysbp parameters. Если мы на нее, опять же, обратимся. sysbp parameters. Это та основная табличка, в которой содержатся все поля, которые мы видели при настройке нашей конфигурации функционала best practice. Здесь, начиная, опять же, с тем, да, таблицы, есть и конфигурация настройки, forms и так дальше. Вот одно из окошек, которое было реализовано в нашем best practice, это check table name field. Следующая часть функционала best practice это макросы. Есть
основные макросы, которые используются при best practice, это sysbp check, sysbp check ignore и exceptions. Вот основной sysbp check, сейчас мы его введем. sysbp check. Так, это у нас, сейчас минуточку. sysbp check, sysbp check ignore и exceptions. В sysbp check, если мы включим, мы можем увидеть здесь полностью весь список best practices, которые возникают у нас при диагностике наших приложений. Вот, собственно, опять же, они тоже разбиты по некоторым подтемам. Вот, и начинаются с номерами ID, 19, 100, так дальше. Вот, например, все, что касается tables, здесь полностью с номером ID, который присвоен к данному best practice, и с комментарием, да, по поводу чего, собственно, ошибка произошла. Если посмотреть внимательно, здесь номера идут немного не по порядку. Вот, например, да, та же WebNode Eros 857. Дальше 858 начинается следующий tab field. Здесь как бы все в порядке, в принципе, поочередно они соблюдаются. Но вот если мы взглянем сюда, заканчивается на 876, да, и начинается с 900, следующая подтема. Это, собственно, создано для дальнейшего расширения функционала. То есть последующей аксапте, видимо, предусмотрено расширение данного функционала для того, чтобы можно было большее количество проверок на ошибки внести в best practice. Так. Так, ну, собственно, по основной структуре работы best practice мы прошлись. Теперь плавно перейти к теме нашей проверки создания новых практик, создания новых проверок по best practice. Для наглядного примера, для того, чтобы это рассмотреть и было более-менее понятно, для чего иногда существует и есть, скажем, надобность создавать такие ошибки, мы рассмотрим на примере решения управления складом. В Аксапте 2006 Аксапте R3 резервирование. В системе Dynamics AX 2012 R3 применяется новое решение по управлению складом, так называемое New Warehouse Management Solution. В ней основной частью исполнения данного функционала есть New Reservation Engine, который является, в данном случае, IP. В системе управления складом есть иерархия, которая была создана, которая есть в данной Аксапте, 6 R3. Здесь, если мы внимательно рассмотрим по иерархию, начиная с сайт, warehouse, inventory status, location, license, это, собственно, как пример, потому что, в принципе, иерархия на некоторых случаях бывает и больше, но это как основной пример для того, чтобы показать суть иерархии в данном управлении резервированным складом. Заметим, что в предыдущей версии Аксапте была реализована иерархия немного более простым способом. И сейчас, одну минуточку. И, собственно, когда необходимо было посчитать количество зарезервированных товара на складе, мы напрямую обращались к InventSum таблице VL Physical, и, собственно, можно было таким образом работать с системой резервирования склада. Но в Аксапте AX 2012 R3 это уже не работает, и если мы попытаемся, например, я вынес, так как данный метод у нас best practice был реализован с данным методом, и
с ошибкой, минуточку, прошу прощения, и с ошибкой, если мы попытаемся напрямую обратиться к InventSum и WellPhysical, будет ошибка Best Practice, потому что при выводе результатов будут некорректные данные. Это было применимо в предыдущей версии, но в R3 это недопустимо, и поэтому есть список ниже перечисленных полей и методов, которые использовались до R3 и которые сейчас следует использовать в R3. Вот corresponding, все эти методы перечислены. Так, ну теперь, собственно, пример демонстрации нового проекта Best Practice, который был создан для того, чтобы показать, что если ошибка Best Practice, для того, чтобы увидеть тип ошибку Best Practice и заранее избежать неверных результатов при Так, для тестирования данной задачи я создал небольшой проектик, да, который, в принципе, можно использовать для наглядного показания диагностики Best Practice. Видно. Попробуем запустить наш Best Practices. В данном случае мы видим 16 ошибок по проекту. И если мы пройдемся по списку, у нас есть две ошибки Best Practice. Это 665. Так, одну минуточку. Так, да. Собственно, вот она была реализована InventSum. То есть, что она говорит о том, что мы, если напрямую попытаемся использовать и InventSum и WellPhysical, будет возникать ошибка Best Practice. С ID 665, которая, если мы промахнулся, посмотрим в макросы и пройдемся по ID 665, минуточку. Вот, собственно, здесь она реализована таким образом и с комментарием, что вместо устарелых методов используйте новый, да, который будет целесообразно, ну и функционал будет работать, собственно, правильно, с выводом корректных данных. Так, что можно сказать по поводу функционала Best Practice? В следующей Axaptice 7 версии он также предусмотрен и реализован, но с небольшими изменениями. То есть, в принципе, то, что сейчас это все работает, переносит в следующую версию с расширениями, и основа, концепция полностью работы Best Practice, функционала Best Practice остается неизменной, да, с некоторыми изменениями, как по сути это является нормальной практикой в каких-то последующих версиях, да, от предыдущей. Также, вот если мы посмотрим на примере, мы можем увидеть, что настройка происходит Tools, Options, Dynamics 7, Best Practices, и так он выглядит. Здесь видно, то есть небольшие изменения в форме, но, опять же говорю, концепция остается прежней. Единственное, что было изменено, это с макроса перешли на XML файл. Здесь. В своем репорте я использовал следующие ссылки. Это общие MSDN-овские сайты, это Best Practice Development. Также интересно нашел ссылку на то, что довольно часто возникает вопрос, когда у нас есть best practices, мы не можем их решить. Да? Много тратим времени. На MSDN есть топ best practices, да, и их решение, там более подробные комментарии. В комментариях указано, как их решить, какими способами. Но, опять же, к сожалению, не все, но в принципе большинство основных показано. Ну и по поводу управления резервированием склада можно ознакомиться более подробно, как что работает на Supply Chain Management Dynamics.
Вопросы? Можешь показать реализацию? Презентация? Реализацию. Реализацию. Как из нового беспрактика. Да, пожалуйста. Так. В макросе, как я уже показывал, у нас мы написали наш ID с коммент 105 с макрос с нашим ID с комментарием в классе sysbp check. Есть основные классы sysbp check и checkbase. Это все основные классы, это производная от двух предыдущих. И вот, собственно, в классе sysbp check table, так как относится к табличным, у нас есть метод check absolute invent sum. Какие методы автоматически запускаются? Еще раз? Все новые методы в этом классе автоматически запускаются? Да, но опять же через наследник класса от sysbp check. То есть мы не галды не выбираем ничего, они сами знают, что нужно всех наследников запустить. Нет, но все-таки галочка есть, когда мы их конкретно хотим выбрать. Да, сейчас, минуточку. Tables, и у нас есть table name field. Я ее включил. Если мы ее отключим, то, по идее, наш best practice работать не будет. Ну, собственно, как и другие узлы, да, которые мы выбираем при настройке конфигурации. Еще раз? Как имя формируется? Имя формируется в selection. Сейчас я покажу это в табличках. Одну минуточку. Немножко задумался. Да, это в табличке sysbp parameters и имя. Есть филды, вот наше имя, то есть мы, собственно, check table, если видно, check table name fields. У нас случайно закрыл, сейчас еще раз откроем. Добавляешь поле в табличку, но автоматически оно информация появляется. Да. Ну, лейблы я прописал. А где связь между этим полем и этим методом? Это в методе select building tree. Сейчас я вспомню. Это в форме. Сейчас я это покажу. Может, расскажешь просто алгоритм, как это делаем? Ну, я еще покажу форму. Там есть метод, да, который, собственно, отвечает за... Вот, есть у нас в формочке метод build selection tree. И, собственно, здесь в таблицах, сейчас это нужно найти, здесь мы прописываем, если видно, элемент add node, field num, sys parameters, и дальше, собственно, уже наш узел будет автоматически включен при наличии поля, которое я только что показывал в табличке. В принципе, тогда это будет работать. Да, это в форме selection tree есть метод build selection tree, а в форме уже, собственно, само поле. Поле и метод.
класс уже выполняет ну, бизнес-логику. Чек, CSBP, чек, М? проверка Да. на выбор чекбокса. Еще вопросы? Я, наверное, тоже не увидел. Но вот мы отметили галочки, да, что хотим проверять Да. вот новый best practice. При этом не важно, открыто это, не открыто, оно же проверяется, правильно? Да, но по автоматической Где галочки связь проставлены. между этой галкой и тем классом, который высылается для проверки? Связь между галкой и классом. Как система знает, что эта галка включена, что ее нужно, собственно говоря, проверить? Я же так полагаю, что это поле вот в том месте ты добавил того, что ты отображал в дереве, вопросами, Ну да. а потом оно же где-то сохраняется, и, наверное, поэтому лежит, и знает, что раз это галка, то значит вот это вот проверку делать. Да? Это проверка метода check, sysbp check. Класс sysbp check Мгм. table, метод check. Так. Не ниже на две... не ниже. Вот теперь говоришь. А, Второй метод. Если правда понимаешь. да. Здесь Здесь вот здесь check BP absolute invent sum. Ну, да, понятно. Если можно было и не выводить ее туда, да? Просто здесь записать, выполнять без услов. Ну, то есть было бы постоянно по умолчанию включено, ну, если бы не вводили. Окей, друзья, есть еще вопросы в зале? В скайпе тоже нет вопросов? А, есть, да, Виталик? Я вижу, как ты тянешь. Не, я просто смотрю, как быстро такая, мы даже подумать не смогли, переводить что-то. Опа, пацаны, пошли. Не, ну если вопросы есть, то еще ждем. Я родила дальше. Отлично, хорошо, Сергей.